Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, карта дня, совет на день. Сейчас мы посмотрим вторник. На что же обращать внимание во вторник и, соответственно, чего можно и избежать. Первое, что хочу сказать, во вторник будет очень много ситуаций, в которых нельзя спешить, в которых надо все-таки проанализировать и найти тот выход, который, можно сказать, в гармонии с вашим внутренним состоянием. Если вы будете спешить, то придется переделывать какие-то вещи, которые вы будете делать в спешке. Также по этой карте могу сказать, не боритесь со своим внутренним состоянием. Знаете, мы очень часто боремся с тем, что мы чувствуем. Бывают такие дни, когда мы встаем без настроения и, соответственно, начинаем себя за это ругать, начинаем говорить себе, что мы такие, мы сякие, и, соответственно, можем испортить весь день. Это первое. Ну, а второе, можем действительно притянуть к себе ситуации, в которых, тут ругай, не ругай, в которых придется что-то делать не так, как мы хотели. И вот по этой карте и вообще из того, что я вижу за этой картой, не ругайте себя. Наоборот, разрешите себе. Вот как только вы скажете себе, я разрешаю себе быть в плохом настроении, вы увидите, почувствуете, что настроение ваше меняется. Поэтому когда мы излишне придираемся к чему-то или к кому-то, конечно же, мы можем найти что-то, что нам не нравится. И вот по этой карте, при всем том, что нельзя спешить, нельзя также смотреть скрупулезно на все через микроскоп. Вот так я могу сказать. Давайте посмотрим, что же еще нам посоветуют карты. Вот действительно, если вы примите те советы, которые я вам дала, то день ваш и время ваше, и настроение ваше, во-первых, улучшится, придет уверенность. Насчет того, будете ли вы счастливы, кто-то вот сейчас об этом подумал. Смотрите, счастье – это состояние души, и только вы можете решить, счастливы вы или нет. Всегда в жизни можно найти причины быть счастливыми, и можно найти причины быть несчастными. Это ваш выбор. Так вот, тут еще могу сказать, что в течение дня вот все ваши споры, но самое интересное, что все эти споры, все эти перемалывания у вас будут именно в голове и в душе. Никто не вызовет это. Вы сами это или притянули своими прошлыми мыслями и своими прошлыми действиями, или вот действительно встали не с той ноги и, соответственно, понеслось. Я всегда говорю, никогда себя не ругайте. Даже если что-то вы сделали, и вы считаете, что вы сделали неправильно, может, обидели кого-то, может, какое-то неправильное решение вы приняли, во-первых, это всегда можно изменить, просто больше ваших усилий возьмет это все. А если кого-то обидели, просто извинитесь, попросите прощения или в лицо, или просто сами для себя, и идите дальше. Никогда себя не ругайте. И тут могу сказать, что будет какая-то встреча в течение дня, которая может еще вам и помочь.
это женщина, описать женщину я не совсем могу, потому что это императрица. Единственное, что могу сказать, что женщина, занимающая определенное положение. Может быть, это ваш начальник, ваш менеджер. Может быть, все эти проблемы, которые вы изобрели в своей голове, они связаны с какими-то вопросами, на которые вы не можете найти ответ. Вот вам, пожалуйста, женщина, которая сможет вам помочь. Кстати, для тех, кого интересует здоровье, у кого вот эта карта еще может и указывать на то, что есть какие-то проблемы со здоровьем, эта женщина может выступать в роли врача, и помощь придет. Но я вам уже сказала, что очень много зависит от того, как вы поступите с вашим внутренним состоянием и с вашим... Вот тут еще, знаете, такое ощущение самобичевания. Подумайте, для каждого из вас это может быть что-то свое. Но помните, что все равно вызвали это все вы сами. Вы можете найти, конечно, виноватого, виноватого всегда можно найти, но поверьте, даже этого виноватого притянули вы сами. Ну и что могу сказать к концу дня? Наберитесь терпения, потому что меняться все будет не сразу. И неважно, с чем это связано, или, кстати, с межличностными отношениями это также может быть связано, поэтому меняться все будет не сразу вы увидите результаты своих усилий, своих перемен, своих решений. Все-таки в этот день больших результатов вы не видите, по этой карте могу сказать, наберитесь терпения, результаты будут. Главное, не ругайте себя. Вот основная тема дня – это не ругать себя, не заниматься самобичеванием. Может быть, что-то проанализировать, не спешить и все-таки попросить совета.